Всем привет! Жареный рис с соевым соусом, он же по-китайски дзяню чао фань. Это что-то вроде нашей жареной картошки, не в плане продуктов, а в плане распространения и разновидностей. Попробовать можно и в гостях, и в ресторане, или приготовить себе, это быстро и незатратно. Может быть завтраком, обедом или ужином, как вам захочется. В Китае чаще всего как завтрак. Время готовки 15 минут. Тот рецепт, который пользуется популярностью у нас дома, одна из многочисленных вариаций. Дети даже ночью встают им перекусить, настолько вкусно. И, кстати, мало калорий. Овощи и мясо, или рыбу, а мясо и рыбу уже готовые, это все-таки у них завтрак. Все необходимо быстро. На свой вкус. Хотя есть несколько требований, назовем их так. Первое и самое главное, рис необходим вчерашний. Можно позавчерашний, но не свежесваренный. Дело в том, что вчерашний рис суши способен впитать в себя вкусы, не слипается, ну и всегда уже под рукой готовый. Также к обязательным относится соевый соус. Можно обычный, так называемый светлый, а можно с добавкой или заменой на темный. Он более насыщенный и более густой. Цвет риса будет темнее. Очень желательно вкусовой соус, устричный или оболонный или иксо, а также очень желательно шаосинское вино. Оно же шаосинское, оно же рисовое, оно же поварское. Вообще это вино практически обязательный компонент в китайской кухне. Его даже в десерты добавляют, а в некоторых регионах Китая без него ничего не готовят. Хотите истинно китайский вкус, найдите его в интернет-магазинах, хотя можно и без него. Овощи вместо или вместе с перцем, да хоть какие. И зеленый горошек, и различные виды зелени, и даже капуста, и корнеплоды, разве что не картофель. Мясо и рыбу, как я сказал, уже приготовленные, жареные или отварные, или колбасы, или сосиски. Все на ваше усмотрение. А на наше усмотрение ингредиенты такие. Отварной рис, вчерашний, конечно же, 400 грамм. Яйца 2 штуки. Использовать или не использовать яйца, на ваш вкус. В абсолютном большинстве вариаций они там есть. Болгарский перец 1 штука. У нас замороженный, хотя со свежим было бы лучше, по текстуре. Зеленый лук 2 штучки. Чеснока 2 зубчика, это обязательно. Имбирь, не обязательная опция, размером с полкоробка спичек. Светлый соевый соус 1 столовая ложка. Темный соевый соус 1 столовая ложка. У меня он есть, но если у вас нет, вполне можете удвоить дозу обычного. Устричный соус 2 столовых ложки. Обожаю этот соус, он тут просто как прописан. Шаосинское вино 1 столовая ложка. Можно заменить на саке, но это дороже. Можно заменить на полусухое белое, но вкус совсем не китайский получится. Растительное масло. Арахисовое или кунжутное, или оливковое, или другое. Кстати, вкус с разным маслом всегда будет разным немножко. У меня, кстати, арахисовое. 3 столовых ложки. Белый сахар 1 чайная ложка. Приготовление будет быстрым, не намного дольше, чем этот видеоролик. Сначала минут на 5-10, пока будем готовить все остальное, замаринуем половину риса в соевом соусе. Для этого смешаем оба соевых соуса. Темный, как видите, отличается, хотя и почти одинаково на цвет. Добавим рисовое вино. Представьте себе, в Китае готовят вино из риса. И как и Остап Бендер, знавший 150 рецептов выгонки самогона, включая из табуретки, китайцы имеют не меньшее число разновидностей рисового вина. 1 из 3 столовых ложек растительного масла и чайную ложку сахара. Все тщательно перемешаем до растворения сахара. Затем возьмем половину риса, переложим в отдельную емкость и смешаем с нашим маринадом. Конечно, тщательно перемешаем все до однородности. И отставим в сторонку, это нам понадобится в конце приготовления. Далее нарезаем чеснок и имбирь. Перец нарезать не будем, он уже заморожен нарезанным. Если будет свежий, нарежьте небольшими кубиками. Лучше все-таки нарезать, а не выдавливать чеснок через пресс или на терке. Кусочки этих продуктов будут менять вкус каждой ложки, так как сохраняют его в основном в себе. Каждая ложка как новый вкус, это просто праздник. Также нарезаем колечками зеленый лук. Нюанс. Белую и зеленую часть лука, насколько возможно, разделите. Они будут добавляться во время приготовления в разное время. Пришел черед яиц. Взбиваем оба яйца без фанатизма, без скорлупы, конечно.
Взбили до однородной массы хоть вилкой, хоть веничком и хорошо. Переносим наши продукты поближе к воку. Готовить будем в нем. Можно, кстати, и на сковороде, но, кстати, в воке гораздо удобнее. Нагреваем огонь на максимум, добавляем 1 столовую ложку масла. Одна еще должна остаться. Как всегда в воке смачиваем маслом стенки. Наготове держим венчик для взбивания, а также шумовку. Как только сковорода хорошо прогрелась, выливаем взбитые яйца и сразу начинаем перемешивать по стенкам. Огонь большой. Яйца сворачиваются мгновенно, вы венчиком снимаете свернувшиеся, нанося новый слой. Все это длится секунды. Может с десяток секунд, не больше. В результате наша яичница мало того, что вся свернулась, так еще и разделилась сама на мелкие кусочки. Убираем яичницу из вока. Да, мы будем готовить все в одной сковороде, как в Китае. Одна страна, одна семья, одна сковорода. Очень удобно. Если что, взял подмышку и ушел на новое место. Или в другую страну. Сразу добавляем в вок оставшееся масло. Опять процесс, но уже быстрый, размазывание. Не рецепт, а сплошная смазка сковородки. Приготовьтесь к быстрым действиям. Нагрелось масло. Огонь все еще на максимуме. Выкладываем чеснок и имбирь. И тут же добавляем лук. Внимание, только белую его часть. А также перец. Быстро мешаем шумовкой. У нас огонь на максимуме. Нельзя, чтобы пригорело. Как только появился ароматный запах поджаренного чеснока и имбиря и остального, добавляем рис. Снижаем огонь до ниже среднего и выдыхаем. Теперь продолжаем мешать шумовкой. Как только перемешали, добавляем лук. Оставшуюся его зеленую часть. Перемешали, добавили устричный соус. Я бы его ложками ем, но он концентрированный, этого хватит. Перемешали, добавляем прожаренные яйца. Перемешали, добавили тот рис, который мы замариновали в самом начале. И все. Теперь необходимо все прогреть, чтобы рис маринованный и рис из сковороды стали одной температуры. Выключаем огонь и можно есть. Кто хочет, прямо из сковородки. Запах просто кружит голову. Блюдо, как вы видите, готовить просто. Много компонентов и кажется, что сложно, а на самом деле вы после первого раза будете делать это даже утром, не проснувшись. Так это просто. А второй раз, после того, как вы приготовили именно так, будет обязательно. Это можно сказать гарантированно. Такая она, китайская кухня. Все отточено до мелочей, и результат обязательно должен быть вкусным. Поэтому она одна из самых-самых популярных кухонь мира. Спасибо, что смотрите наши видео. Подписывайтесь на канал Корчма. Будьте здоровы!